Физкульт, привет! Сегодня необычный выпуск 100 дней русского языка, как, впрочем, и все остальные. Меня зовут Алена, на старт, внимание, марш! 15 мая 1922 года, а это ровно 98 лет назад, вышел первый номер журнала «Физкультура и спорт», который, кстати, выходит по сей день. И в этом выпуске мы будем говорить о спорте. Точнее, не о самом спорте, а о спортивных выражениях, которые когда-то были спортивными, а потом перекочевали в разговорную речь. Кочевать – это переходить из одного места в другое. Но перед тем, как начать эту нелегкую работу, предлагаю вам сначала подписаться на мой канал. Сделано. А теперь предлагаю вам сделать разминку, зарядку, чтобы ваш мозг начал лучше работать. Можно даже встать и выполнять движения вместе со мной, проговаривая при этом текст. Начнем с поворотов головы в сторону. Сначала в правую сторону, потом в левую сторону. Теперь наклоны головы в сторону. Сначала в правую, а потом в левую. Теперь круговые движения по часовой стрелке и против часовой стрелки. Вращение кистями рук в одну сторону и в другую. Разминаем плечи, делаем круговые движения вперед, а потом назад. Теперь выполняем круговые движения руками вперед и назад. Делаем наклоны вперед, к правой ноге, в центр и к левой ноге. Поднимаем ноги и стараемся касаться носочками правой ноги, пальцев левой руки и наоборот. Делаем вращение коленями сначала внутрь, а потом наружу. Делаем приседания, только делаем их с прямой спиной, а не так, как это делаю я. Разминаем ноги, делаем выпад каждой ногой по очереди. Ноги можно менять в прыжке. Отжимаемся от пола и следим, чтобы наша спина была ровная. Ну и в конце можно совершить легкую пробежку на свежем воздухе. Теперь посмотрим, какие спортивные выражения мы используем в повседневной речи. Пишите в комментариях
Есть ли в вашем языке подобные выражения и как они звучат на вашем языке и как переводятся? Быть на низком старте. Быть на низком старте значит быть готовым что-то сделать. Например, мама отправляет ребенка в магазин за хлебом. Ребенок долго собирается и все не может никак собраться, и тогда мама спрашивает: «Ты в магазин-то сегодня пойдешь?» И ребенок отвечает: «Мам, смотри, я же уже на низком старте, уже шнурок завязываю». Раз уж мы заговорили про старт, значит нужно сказать и про финиш. Выйти на финишную прямую. Выйти на финишную прямую – это значит начать завершающий этап работы. Директора фирм вышли на финишную прямую в обсуждении вопроса сотрудничества. Взять тайм-аут. Когда вы долго, без остановки работаете, вы звоните шефу и говорите: «Иван Александрович, я очень устала, мне нужен отпуск. Я беру тайм-аут на 2 дня». Выше головы не прыгнешь. Существует предел наших возможностей, максимальная точка. Нужно знать свои силы, когда ты берешься за какое-то дело. Выше головы не прыгнешь, можно сказать кому-то, кто упорно пытается достичь какой-то цели, но у него это не получается. Макс, выше головы не прыгнешь. Заверши сначала одно дело, а потом берись за другое. Передать и принять эстафету. Принять эстафету – это значит принять на себя какие-то обязанности или дела. Что ж, я сегодня уже достаточно сказал. Передаю эстафету моему другу, который расскажет вам историю создания нашей группы. Иван. Сделать ход конем. Конь ходит буквой «Г», и его ход порой трудно предвидеть. Сделать ход конем – это сделать какой-то неожиданный ход. Обычно консоли PlayStation выходят перед католическим Рождеством, но в этот раз компания Sony решила сделать ход конем и выпустить PlayStation 5 в октябре. Итак, мы выходим на финишную прямую. Я беру тайм-аут до пятницы, потому что выше головы не прыгнешь. И я вам скажу, не подписывайтесь на мой канал, и вы сделайте ход конем и подпишитесь. На этом все. С вами была Алена. Пока. Ладно,